Доброго времени суток, с тобой команда MFG. Я рад тебя приветствовать в самом первом видео курса по созданию игровой модели советского грузового автомобиля ЗИЛ-131. Без лишних слов давайте начнем. Итак, прежде всего удаляем все из сцены, добавляем новую коллекцию, называем ее реф. Нажимаем на базовую коллекцию и добавляем куб, которому будем присваивать размеры, чтобы определиться с базовыми габаритами нашей модели. Нажимаем на коллекцию реф и добавляем референс. Чтобы сбросить все его повороты, нажимаем Alt-R. Так, нажимаем клавишу 1, чтобы перейти на вид спереди. Нажимаем RX 90. Сразу перейдем в настройки изображения. Ставим, чтобы оно отображалось только с передней стороны. Чтобы не отображалось в перспективе. Глубину фронт поставим. И opacity на 0.3. Замечательно. Да, у нас этот референс версии без тента. Но не волнуйтесь, благодаря вот еще одному дополнительному референсу, который сам по себе просто меньше разрешения, поэтому мы не используем. Мы знаем высоту, будем знать высоту, длину, в общем, все необходимые нам габариты. Итак, я пока скрою этот референс. И в N-панели, если у вас она скрыта, нажмите N. Выбрав куб, в дименшенах ставим нужные нам размеры. Так, ширина нашей модели 2,5 метра. Длина 6900. Так, и высота по кабине, то есть у нас эта версия, напомню, сейчас без тента, то есть высота максимально здесь идет по кабине 2510. Поднимаем ее, чтобы низ был примерно в нуле координат. Все, мы потом пофиксим. Теперь все же переходим на вид спереди и подгоняем наш референс под размеры этого куба. Ориентируемся на боковые точки. Обычно такие схемы страдают неточностями в том плане, что есть небольшие расхождения вида спереди, вида сбоку. Но это не сильно страшно, так как мы не делаем какую-то инженерную точную модель и небольшие допуски, там несколько, может быть, считанные сантиметры будут нам простительны. Скейлю изображение. Да, чтобы случайно на куб не нажать, я беру его возможность выделения. Если у вас этого нет, то можно это вот здесь поставить. Появится новый фильтр. Так, давайте определимся, что вот эта линия у нас кубик тоже поставим сюда. Вот эта линия, она у нас как раз начиналась с нуля. Ну, практически попадаем, это хорошо. Так, теперь переходим на вид сбоку. Выбрав в аутлайнере, нажимаем Shift-D, RZ 90. И теперь начинаем нагонять вот эту часть. Да, вот о чем я говорил, что такие референсы у нас немного могут быть ошибочными. Подгоняем по размеру, чтобы опять же все более-менее попадало. Давайте будем ориентироваться вот на вот эту линию. И на виде сбоку поставим отображалась сторона с обоих сторон. Референс отображался с обоих сторон. Несмотря на то, что у нас есть некоторая несимметрия, то есть у нас запаска лежит с правой стороны, здесь дополнительные элементы в модели. В целом модель достаточно симметричная, и с боков практически различий нет, поэтому нам сейчас вполне легко будет
Ну, чтобы никаких неточностей не было, что с обоих сторон, справа и слева, это выглядело одинаково. Так, теперь переходим на вид сзади. Берем наш первый референс, дублируем его. Переворачиваем по оси Z на 180 и подгоняем. Здесь вновь у нас есть некоторое несоответствие, что высота кабины сейчас не соответствует. Но опустим этот момент, потому что мы в основном будем ориентироваться на те вещи, которые находятся сзади. То есть это поможет нам моделировать какие-то вещи по типу ширины рамы, положение колес, хотя это можно и спереди ориентироваться. В общем, всегда будем держать в голове тот факт, что наши размеры могут быть с погрешностью. Не забываем, кстати, гонять все по центру. Посмотрим, как я сделал здесь. Да, здесь хорошо. Отлично. Переходим на вид сверху. Берем первый референс. Дублируем его. Переворачиваем по оси X на 90 градусов с минусом. Оси Z на 90. Так, вот это у нас передняя сторона. Хорошо, когда с референсами закончено, этот куб можно скрыть. Добавим новую коллекцию. Она у нас будет называться High. Сейчас мы уже начнем делать какую-то базовую геометрию, с которой будем работать. Шаг за шагом будем добавлять новые элементы модели. Начнем, пожалуй, с самого простого. И это непосредственно рама. Идем на режим сбоку, на вид сбоку. Добавим Plane. Сразу перейдем в режим редактирования. По умолчанию в блендере он на клавише Tab, но у меня установлен аддон Mesh Tools. И я пользуюсь таким круговым меню. В принципе, вы будете визуально наблюдать, когда я вхожу в режим редактирования. Но на всякий случай я буду это проговаривать. Так, поворачиваем это по оси Y 90 градусов. Немножечко подниму по оси Z. И вот видим, что вот эта именно часть является рамой. Эта часть уже является подрамником, ну или надрамником. В общем, эта часть является связующей между непосредственно рамой силового вот этого каркаса и кузова. Так, ставим примерно на центр, переходим в режим редактирования вертексов и подгоняем по высоте. Перемещаем ось Y. Так, примерно оставим вот здесь, если что, это всегда можно подредактировать. Так, рекомендую вам использовать также программу PureRef. У меня здесь накидано какое-то количество референсов. И здесь будет несколько моментов, которые я буду показывать. Особенности строения. Ну, в принципе, без референсов никакой любой другой объект нельзя воссоздать. Поэтому, конечно же, будем обращаться к различным фотографиям. Я буду всячески дополнять всю эту доску с референсом, чтобы показывать какие-то определенные моменты. Вернемся к моделям. Все это подтянем. Вот этот вот фейс немного опущу. Так, теперь перейдем на вид сзади. Я делаю это сочетанием Ctrl Num 1. Выделяем все. И обязательно в режиме редактирования перемещаем все вот сюда в бок. Видно здесь маленькую неточность, про которую я говорил. Выделяем два вот этих эджа. Переходим обратно на этот вид. И экструдируем по оси X. Примерно вот так. Так. Теперь добавим на этот mesh модификатор Solidify. Это можно сделать, перейдя вот в этот раздел с модификаторами. И здесь находится Solidify. Я же пользуюсь аддоном BoxCutter и HardOps. У меня есть ряд быстрых клавиш, которыми я могу добавлять какие-то модификаторы.
У меня это на сочетание Shift-Q. Это не по умолчанию сочетание клавиш, если я ничего не путаю. Иначе я добавляю его. У меня здесь быстро появился. Если что, сейчас я, конечно, мог бы изменить. Но, скорее всего, такая толщина меня более чем устраивает. Сейчас я, можно, немножечко потоньше сделаю. Хорошо, теперь я добавлю модификатор Mirror. Это, опять же, можно сделать здесь и выбрав нужную ось, которая нам нужна. Я же это буду делать через HardOps. Все, быстренько отразил. В принципе, такая толщина меня устраивает. Я применю модификатор Solidify, потому что дальнейшая работа с геометрией без примененного модификатора Solidify будет немного некорректная. Выделю два вот этих edge лупа и добавлю им вес. Опять же, это можно сделать, открыв вот это вот меню. И при выделенных эджах добавить в edge data min increase by weight. Я пользуюсь там еще каким-то аддоном, я уже не помню его название. По-моему, это Run Tools. Он добавляет такое круговое меню, с помощью которого я могу быстро добавить вес на нужные мне эджи. Так, когда я добавил модификатор, я добавлю модификатор Bevel. Опять же, пользуюсь HardOps. Он позволяет добавлять правильные фаски, которые хорошо работают в сочетании с Subdivision. Если что, по умолчанию Blender оставляет вот здесь вот режим Sharp. Правильные фаски — это режим Arc. Хорошо, я добавил сюда фаску, но нам нужна фаска по весу. И обязательно при редактировании ее поставьте Clamp Overlap и Loop Side, чтобы никаких у нас оверлапов не было. Хорошо, стандартные настройки в 3 сегмента. Размер этой фаски тоже можно подредактировать, но мне вот такая фаска вполне нравится здесь. Всегда можно перейти на другой матcap, посмотреть, как оно переливается. Нормально ли шейдинг. Хорошо, и добавлю еще сюда один модификатор. Он как раз таки нужен будет для модификатора Subdivision, чтобы корректнее отображалось. Потому что если я сейчас нажму комбинацию клавиш Ctrl-2, то видно, как у нас сглаживаются углы, а нам это не нужно. Поэтому я добавляю еще один модификатор. Только на этот раз он уже базируется на угле в 60 градусов. Так, да, если что, по умолчанию у меня все фаски добавляются с профилем 0.7. Это всегда можно поправить, но имейте это в виду, потому что если я буду где-то добавлять, то вы же, если вручную как-то добавляете, то выставляете профиль 0.7. Хорошо, я добавил сюда фаску. Теперь добавляю Subdivision Ctrl+2. Не на Num, а верхняя панель с цифрами. Так, тоже здесь это оставлю. Немножечко поиграем со значениями, и нас это устраивает. Обратимся к доске и посмотрим на одну интересную особенность. То примерно вот в этом месте рама у нас по своей высоте она немножечко уменьшается. Давайте-ка это поправим. Переходим на режим сбоку. 3 на нумпаде. Так, это у нас крепление, как я понимаю, примерно вот здесь находится. Да, то есть это начало колеса. Добавляю сочетанием Ctrl-R Loop. И GY перемещаю. Да, примерно вот здесь она начинается. Ну и где-то, наверное, достаточно быстро. Примерно давайте на середину поставим, она заканчивается, даже возможно раньше. Давайте все-таки на середину, вот сюда. Да, если что, у меня все это время включен на X-Ray мод. Мне максимально удобно работать.
Так, и давайте поднимем, потому что как раз видно вот по этой толщине, как здесь крепится бампер. И если бы он был такой же толщины, он просто не смог бы здесь крепиться. Хорошо, видим, что переход у нас слишком уж какой-то плавный, поэтому добавим здесь уже вручную добавим паски. Примерно вот так. Так, выйдем из режима редактирования. Можно даже слишком сильно. Давайте все-таки 3 сегмента. 3 сегмента выглядит более плавно. Да, это то, что нужно. А теперь вернемся. Посмотрим вот сюда. Здесь у нас такая балка. И она у нас имеет вот такую вот форму. Давайте ее добавим. Добавляем plane. Так, я переключусь на стандартный маткап. Перемещу его сюда. Иду на режим фоку. Немножечко сюда вот подвину. Иду в режим редактирования, выделю все, если вдруг оно не выделено. RX90. Немного не то, не так вывернулось, но повторим, RX180. Так, хорошо, теперь давайте подскелим вот эти моменты. Скелим по оси Z. Выделяем все SX. Скелим вот таким образом. Так, пододвинусь чуть ближе, нажав точку на нумпаде. Так, если что, мы сейчас все подредактируем. Так. Выделяю вот эти два эджа. Ну и у нас нет картинки, как это сделать максимально точно, но мы за каждым миллиметром не гонимся, поэтому сделаем примерно. Extrude Y. Да, и сразу хотелось заметить, что рама все-таки является таким элементом автомобиля, который, ну, его практически не видно. Видны там какие-то его элементы, она видна снизу, но в играх обычно никто там под машину не залазает, и если она, конечно, не перевернется, и не рассматривает ее днище. А к тому же, если вы где-нибудь посмотрите какие-нибудь игровые модели, они далеко не всегда имеют прям вот прямое сходство с реальным. И вообще, на самом деле, нет смысла прорабатывать каждый элемент, потому что если что-то не видно, то зачем его прорабатывать? Держите всегда это в голове. Так, хорошо, примерно так. Думаю, будет хорошо. Давайте посмотрим еще на сюда. Да, более чем. Да, возможно, даже немножечко поменьше. Хорошо. Добавим сюда Edge Loop, Ctrl-R. Добавляем паску, чтобы скроллим до одного сегмента и увеличиваем. Примерно она вот так начинается. И повторяем еще раз этот трюк. Хорошо. Теперь выделяю вот этот фейс в режиме фейсов. По умолчанию между режимами вертексов, J и фейсов может перемещаться 1, 2, 3. Я же это делаю другим образом. Так, хорошо. Перемещаюсь на режим сзади, Ctrl-1, и немножечко уменьшаю. Да, здесь есть некоторые неточности, но просто как базу некоторую будем это рассматривать. Соблюдать пропорции. Хорошо, только я, наверное, сделаю следующее. Разделю этот элемент пополам. Удалю все вот эти фейсы. Добавлю модификатор Mirror. Выделю вот это все и немножечко подвину. Хорошо, добавлю сюда Solidify. Такая толщина меня устраивает. Немножечко подвину по оси Y, потому что не совсем ровно стоит. Опять же, геометрическая здесь прям точность не нужна. Вот примерно так она делается. Хорошо. Вообще, всяческие несовершенности модели
что дает реализм, потому что, ну, даже роботы, которые по заранее сделанной программе делают, хоть как-то да немного да ошибаются. А если эту работу какую-то такую выполнял человек, то и тем более. Так, хорошо. Я э, применю два эти модификатора. Удалю вот этот вот луп, вернее, растворю его, Ctrl-X. Он нам здесь не нужен. И повторю похожую процедуру, которую я уже делал. Я выделю вот эти два лупа. Назначу им вес. Добавлю bevel, но по весу. Ну, перейду в режим изоляции на Flash. На нумпаде. И подредактируем. Можно эту фаску как-то. И добавлю сюда Subdivision. Так, в этот раз я, пожалуй, попробую назначить вот этим граням вес, чтобы посмотреть, хороший результат мне это дает. Такой результат меня не очень устраивает, поэтому я, наверное, вручную добавлю фаски. Разница вроде бы небольшая, да, должна быть. Ну вот как-то так я имею чуть больше контроля. Выхожу из режима изоляции. Так, теперь здесь есть такие два элемента, которые как-то поддерживают эту конструкцию. Их лучше всего видно на вот этой схеме. Перехожу на режим сверху, клавиш 7 на нумпаде, перемещаю сюда примерно. Перехожу в режим редактирования и поворачиваю это по оси Y на 90 градусов. Смещаю по оси X. Так, уменьшу это по оси Z. Режим вид сбоку. Подниму, выйдя из режима редактирования. Оно у нас четко здесь должно помещаться своими вот гранями вот внутреннюю часть. И при этом по толщине она одинакова. Поэтому тут некоторый зазор будет. Мы что это сюда сможем подредактировать. Так, заходим опять в режим редактирования. Делим по Y. Давайте попробуем примерно это так поставить. Давайте взглянем чуть подробнее. Опять же, видим, что здесь искривление идет, и скорее всего оно имеет место быть и здесь. Такое же. Так, перейдем на режим сзади, Ctrl-1. Скелем по оси X, наверное, вот как-то вот так. Выделив этот Edge тоже. Экструдим его по оси Y. Немного, примерно вот так. Этот же заэкструдим по оси X. Ну, давайте лучше сначала вернемся. И заэкструдим вот это вот. Тут X. Будем нарушать сейчас некие пропорции. Так, хорошо. Так. Хорошо. Здесь некоторая проблема, как нам это повернуть. Я думаю, мы здесь не будем добавлять никакой сейчас геометрии. В этом нет никакого смысла. Потому что эту часть на модели вообще никогда не будет видно. Root Y. Ставим, пожалуй, да, в таком виде. Идем до вот этих фейса. Поднимем его по оси Z. И это же, наоборот, наверное, немного опустим, но не сильно. Добавим опять же толщины немного через модификатор Solidify. И сразу его применим. Добавляем вес на вот эти грани. Добавляем модификатор
bevel по весу. И еще один. Давайте, наверное, выделим вот это все. Обязательно в режиме X-Ray. Сместим немного по оси X. Но чуть более плотно прилегало. Хорошо. Добавим Division, чтобы посмотреть, как это выглядит. Давайте попробуем сюда опять же добавить вес. Может быть, в этот раз будет хорошо выглядеть. Выйду из режима редактирования. Да, выглядит хорошо, нормально. Устраивает. И добавляем Mirror, чтобы отразить эту деталь. Хорошо, теперь добавим еще, давайте, один элемент. Не знаю, на самом деле, какую он реальную функцию выполняет. Это вот эти вот штуки. Они тоже довольно простые. Добавляем еще один plane. Нажмем сверху. Так. Режим редактирования. Немножечко подскейлю. RY 90 минус, наверное, сразу поставлю. И перемещу по оси X. Иду на режим сбоку, клавишу 3. Режим редактирования, чтобы не перемещать потом origin объекта GY. Так, в режиме редактирования сразу начну это подгонять по формы, выделяя нужные вертексы. Иду на режим сзади, Ctrl-1. Сейчас, наверное, пока что примерно выделив вот этот Edge, Extrude X. Примерно вот так. Еще раз Extrude уже по Y. Extrude X. Примерно вот так. Обратимся к фотографиям. Поискать разные фотографии. Это крепление может иметь немного разные формы. Давайте пока что остановимся на чем-то более простом. Так, выделяем вот этот Edge. Немножко его сместим. Еще мне кажется, что вот этот Edge тоже нужно немножечко поставить вниз. Так, я, наверное, выделю все и нажму сочетание клавиш Shift-N, чтобы вывернуть нормально в другую сторону. И добавлю сюда немножечко толщины. Слишком много, наверное. Так, давайте остановимся на этом. Применю этот модификатор. Так, и, наверное, сначала я выделю только вот эти два, назначу им вес. Смотрю, как фаска будет смотреться. Определю максимальный уровень, да. Добавлю сюда еще вес, но уже с меньшим значением. Да, хорошо. Так, все по старым чертежам. Добавляю еще один bevel. На фаску 60 градусов, чтобы не сглаживались лишние углы. Так, с шифтом немного редактирую фаску. Subdivision, смотрю, как она выглядит. Да, и добавлю mirror. Обратите внимание, что все-таки вот это вот скос, он продолжается чуть больше. Я удалю вот эти вот лупы. Так, и перемещу вот, наверное, сюда. Да, наверное, вот сюда. Еще и вот эти лупы удалю. Так, и с помощью... Я конкретно это буду делать с помощью аддона Edge Mesh Tools. Я смогу в режиме редактирования это все скопировать. Вот этот луп. А это можно сделать и через стандартный модификатор.
Сейчас покажу, как это можно сделать. Выбираем модификатор Mirror. Ставлю галочку Bisect. И если я включу отображение сетки, без Subdivision, конечно же, то вижу, она выровнялась. Замечательно. Всяческие мелкие болтики мы добавим потом. Давайте посмотрим на вот это место. Если вот эти элементы имеют немножко сложную форму, мы их немножечко сейчас упростим, но в целом ничего концептуально не поменяется. Давайте единственное, что посмотрим, где они находятся. И они находятся как раз посередине вот этого места. Двух задних мостов, где вот это крепление рессор идет. Да, и вот эта балка находится как раз посередине. Добавляю plane. Немножечко давайте его посмотрим, где он как раз будет находиться. Ну да, примерно вот здесь. Прихожу в режим редактирования, скейлю по X. Хотя в данном случае будем это отражать, поэтому выделю просто вот этот edge. Ищу его сюда вот. Выделю все. S, Y. Этот edge. И перемещу его по оси X. Так, экстружу по оси Z. Еще один экструд. X. Здесь я включу привязки. По эджам. Здесь можно режимы менять. Нет, лучше по точкам. GX. Получилось ровненько. Хорошо. Добавлю сюда луп. Нужен всего лишь один сегмент. Выделю все. S, Y. Немножечко, наверное, уменьшу все-таки. Такой большой он нам не нужно. Выделю два вот этих вот места эджами. И немножечко углублю это. А вот это выдвину вперед. Выделю попарно вот два здесь эджа. И смещу их по X. Хорошо, добавлю уже Redefine по привычке. Выделю вот эти фейсы немножечко опущу. А вот эти, наоборот, подниму. Делаю это зажатым шифтом. Можно, конечно, как пытаться выделить и все сразу. Но мне так привычнее. Применяем модификатор Solidify. И опять же делаю, как и делал. Добавляю вес. Фаска по весу. Еще одна фаска. И модификатор Subdivision. Добавлю еще вот здесь вот фаску. Вернее, просто веса добавлю немного. Хотя, наверное, все-таки лучше это сделать руками. Хорошо, отражу этот элемент по оси X. Очередной plane. Так, подгоняем его. Так, в режиме редактирования. Скейлим. RX 90. Переворачиваем его. Edge немножечко пониже. Как и, в общем-то, и этот. Так, выделим оба эти эджа. И проэкструдируем их немного по оси. Тут есть такая интересная форма. Такая вот выемка. Под вал. Я не знаю, как именно это называется. В общем, нужно как-то пытаться повторить эту форму. Так, но вначале немного опустим вот это. Да, сверху нормально. Хорошо. Итак, добавляем модификатор. Вначале эти оставим, хорошо. Добавим цилиндр, который у нас как раз таки
32 грани. Все равно. Повернем его по оси X. Отскейлим его. Он как-то там выглядел. Или его по Y еще. Переименуем его в тест. И поднимем на какой-то такой уровень. Вот. Возможно, даже вот так это вот стоит поднять. Это так слишком много. А так вот, я думаю, в самый раз. Нам нужно здесь сделать некоторый отступ. Вон, не прям вот обрамлял близко-близко, а отступ. Так, возвращаемся к этому элементу. Добавляем вот такую фаску. Всего с двумя элементами. Теперь берем вот этот вот edge и поднимаем его. Пожалуй, вот эту часть я сейчас удалю. Добавлю модификатор Mirror. Проще сейчас было немного с этим работать. Выделю вот этот edge. То есть, смотрите, не весь луп, а только один edge. И поднимем его. Пожалуй, даже не так. Вернемся на тот момент, где у нас был здесь всего один элемент. Поднимем немного. Выделим весь вот этот вот луп и добавим фаску. Примерно вот такую вот. Подниму это. Чуть позже это мы, скорее всего, сейчас подредактируем. Ну, чтобы базовые какие-то формы сейчас вот задать. Более чем. Хорошо, продолжаем. Добавляем уже... у нас нету здесь толщины. Добавляем. Так, ну, главное не переборщить. Добавляем вес сюда. Фаска по весу. Так, надо не забыть применить модификатор Solidify. Раз назначаем, потому что здесь вот крайние вот эти вот эджи при непримененном Solidify они не выделяются. Это нужно повторять. Так, и здесь то же самое. Так, еще один 50 градусов, напомню. И применяем сюда Subdivision и видим некоторые артефактики, которые мы сейчас поправим. Потому что здесь немного не хватает либо угла, либо просто-напросто геометрии. Мы сделаем вот так, то все уже станет заметно лучше. Так, только мы это сделали с одной стороны, а нужно еще и снизу. SX. Хорошо, теперь попробуем исправить это вот здесь. Так, добавим сюда вес. Да, и при добавленном весе, ну, при добавленных фасках, по сути, появляется новая геометрия, которая исправляет этот косяк визуальный. Видим, что под модификатором Subdivision эта деталь выглядит просто великолепно. Все, что нам нужно сейчас сделать, это отразить по Y ее. По умолчанию, возможно, у вас будет включен Merge Clipping. Отключите их. И выделив все GY, немножечко их надо вот разъединить, чтобы они были близко, но не так, что прям сливались. Ведь в данном случае оставлять их включенными, наверное, нет смысла. Ставим так. Это тестовый цилиндр оставим, он нам сейчас еще пригодится. Так, дальше у нас есть элементы немного похожие на другого типа. И они уже имеют такое вот сквозное такое отверстие. Видно, что вроде бы как они вот здесь немного отличаются друг от друга, да. То есть вот это вот больше похоже на вот это. Ну, давайте просто два одинаковых элемента сделаем. Сделаем один, а другой просто продублируем. Так, ну вначале, в принципе, нам достаточно будет продублировать вот этот вот элемент. Shift-D, Y. И давайте посмотрим внимательнее, где это должно располагаться. Это должно располагаться
Как мне кажется, в районе... Вот здесь больше видно. Где-то в районе бензобака. А это за бензобаком. Поэтому давайте смотрим. Да, идеально. Здесь я, наверное... Так, сделаю вот таким образом, да. Беру пока отображение Subdivision. Выберу все. SY. Элементы гораздо более узкие, чем вот это вот. Да, здесь уже потребуется добавить. Можно здесь справиться вес. Так. Нужна еще дополнительная геометрия здесь, чтобы здесь не было так сглажено. Выделяем этот edge. И то же самое снизу. Попробуем добавить им веса. И посмотреть, будет ли это выглядеть нормально. У этого элемента нижних частей вот этих вот, они просто попросту отсутствуют. Поэтому выделим это все и клавишей X. Выделяем все фейсы. Я вот так размышляя наперед, подразумеваю, что, возможно, вот этот элемент не понадобится, но давайте все-таки его оставим. Вот здесь можно вес удалить, SZ0. И режим изоляции удалили. Здесь надо заполнить вот эти вот пространства, выделяя попарно эджи, клавиш F, чтобы заполнить. Очередной плейн в коллекцию плейнов. Так, на режим сбоку подниму его. Режим редактирования RX90. Келю его. Келю по X. Нижняя вот эта часть его довольно хорошо выглядит. Добавлю здесь луп. Так, и добавлю, наверное, вот так, да, потому что он должен наверх заходить все-таки. Еще один луп. И как-то так. Даже меньше должен быть вот так. Что это всегда можно подредактировать, выделив оба и SX. Хорошо, теперь вот эти места я подниму. Выделяю попарно эджи. Edge экструдирую. На всякий случай SY0. На всякий случай, конечно, перестраховуюсь. Добавим здесь луп, немножечко его опустим. Давайте выделим вот эти два элемента и перейдем в режим изоляции. Так, выделив эти лупы, включу режим привязок к эджам и опущу их вот как раз на середину. Пожалуй, сделаю его, чтобы я видел его сетку. Элемент не в коллекции находится, следите за тем, чтобы все находилось в коллекции. Так, я добавляю еще один луп вот сюда. Добавлю толщину. Так, и мне кажется, что вот эти вот фейсы нужно немножечко поднять. Вот примерно вот так. Вот эти части немного залезают внутрь геометрии SX. Так, теперь выделяю вот эти два вертекса. Нажимаю сочетание клавиш Ctrl-Shift-B. И, наверное, все же подниму. Вот я все думаю. Да, я их подниму. Теперь выберу по вот эти эджи. Вернее, даже вот этот фейс, да. Попросту его удалю. Выберу эджи. Role Subdivide.
2 раза. Можно даже 3. Сейчас надо будет посмотреть. Выделяю эти G, Loop Tools, Circle. И сейчас этот круг как раз можно немножечко увеличить. Видим, что, кстати, немного неправильная какая-то форма такая получилась. Клавиш R немного повернуть его. Главное смотреть в правильной ориентации на виде спереди. Вообще, наверное, его скрою. Больше он уже визуально нам никак не пригодится. Но вначале давайте займемся с ним небольшой оптимизацией сетки, чтобы здесь не было энгонов у нас. Да, и сделать это будет проще всего с одной стороны, потом мы просто можно сразу накинуть модификатор Mirror. Добавляю луп сюда, соединяю вертексы. Мы это уже похожим образом делали, да? У нас все еще применен Solidify, пока мы не начали делать фаски, поэтому у нас хорошо. С двух сторон все назначается. Это прекрасно. Так, добавим, пожалуй, вот сюда. Это немного опустим. И вот сюда. Здесь получается энгон. Его можно легко, в принципе, избавиться. Главное, чтобы была отличная сварка. Привязки GX. Замечательно. Так, теперь как раз таки добавим вот этот элемент, выступающую часть. Но вначале нужно применить Solidify и Mirror. Так, в этот раз я воспользуюсь. Обратите внимание, что после применения модификатора у нас остались вот здесь внутри фейсы. От них нужно избавиться. Иначе они очень негативно будут влиять на модификатор Subdivision. Хорошо. Добавим вот этот элемент. Я воспользуюсь аддоном Mesh Machine, чтобы создать offset. На самом деле можно сделать следующим образом. Просто взять нож, клавишу K, и сделать вот здесь такие вот, даже можно неровно, такие вот лупы, выделить это все. И опять через Loop Tools сделать Circle. Да? Но я опять же для ускорения собственного времени покажу вам немного другой способ. В аддоне Mesh Machine есть такая опция, как Offset. Я могу просто добавить отступ, нужный мне. Хорошо. Теперь, да, они у меня выделены. Я просто беру и экструдирую. Не забыв отключить привязки. Я уже проэкструдирую, соответственно, GY. Насколько она будет выбирать, это мы сейчас определим. То же самое, скорее всего, нужно будет добавить сейчас фаску вот здесь, чтобы не портился шейдинг. Сейчас посмотрим. Но стандартные фаски, которые я обычно добавляю, они находятся здесь. Да, скорее всего, там понадобится отступ. Сделать это можно вообще следующим образом. Здесь стандартные способы добавления фаски в блендере. Добавляю обязательно фаску с двумя сегментами. Профиль вытягиваю до единички. И вот это можно отключить. У нас получается такой отступ, который как раз не будет портить шейдинг. Вот этот вот Edge Loop можно здесь удалить, потому что мы можно самостоятельно добавим здесь фаску. Я бы это мог сейчас добавить вот здесь отступ и опять же с помощью плагина, но нестандартным способом в блендере это как-то таким образом можно добавить. У нас здесь вот ангон, который я сверху поправил, снизу нет. Ничего страшного. Удалю это. Применим модификатор Mirror. Так, добавляю фаску по весу. Возможно, нужно как-то будет поднимать вот эту геометрию, чтобы не было оверлапов. Сейчас посмотрим. Еще одна фаска.
Так, и смотрю, как здесь и что выглядит. Устраивает ли меня все или нет. Здесь можно такую вот образную фаску добавить, просто вот сместив это, конечно. Но перейдя немного в другой мэткап, мы увидим, что, возможно, оно скругляет слишком сильно. Хотя, нет, знаете, выглядит хорошо. Выглядит прекрасно. Немножечко переместим этот элемент сюда, чтобы он был больше по центру. И сочетанием клавиш Shift-S я это буду делать, но ладно. Итак, и давайте переместим origin объекта по геометрии. Я это буду делать вот так в последующем. Просто буду проговаривать вам дополнительно. Нужно переместить origin объекта по геометрии, ну или куда-либо еще. Обратите внимание, что они здесь как бы вроде бы располагаются симметрично, эти объекты. Поэтому можно добавить модификатор Mirror на оба эти объекта, перейти в режим редактирования, обязательно снять дальше клиппинг, выделить все, GX. Сейчас мы посмотрим, как там более корректно это расположить. То же самое здесь. Batch клиппинг. Так, помним, что одна часть у нас находится здесь, другая здесь. Полагаем примерно посередине. Так, ладно, давайте даже два элемента выделим. Примерно посередине. Немного не точно, но это всегда можно поправить. Просто переместив вне режим редактирования. Подставить так, как это нужно. Замечательно, но я все же думаю, что немного вот эту всю геометрию надо подвинуть. Подвинуть ее вверх, чтобы вот эта фаска, которая у нас по весу сделана, да, чтобы она работала более корректно. Кстати, я не выделил один из J, сейчас мы это поправим. Немного повыше вот так вот сделаю. Здесь у нас одна фаска. Один edge, у него нет веса. Это корректно здесь. Вроде бы все корректно. Так, по какой-то причине вот эти вот эджи поднялись. Привязки по вертексам опущу. Так, здесь есть небольшой артефактик. Можно выделить вот полностью вот этот луп и нажать релакс. И тогда то же самое, наверное, вот здесь нужно повторить. Не, немножечко просто смещу по оси Y. Да, этот артефакт полностью ушел. Замечательно. Так, и сегодня давайте добавим еще один маленький элемент. Здесь есть такие вот элементы, которые поддерживают, видимо, двигатель. И вообще вот всю конструкцию, которая находится под капотом. Но прорабатывать такие элементы, я считаю, нецелесообразно. Добавим просто вот какой-то такой вот элемент более простой формы. Давайте сделаем что-то вроде... Сейчас вот покажу. Что-то вроде чего. Вообще очень простая форма. Так, скейлим все это. Подгоняем. Переходим из режима редактирования в объектный. Так, ну и где-то вот здесь она находится у нас. Так, добавляем луп, добавляем фаску. Экструдируем по оси Z. Замечательно. Так. И как обычно, толщина. Так, у нас здесь есть некоторый моментик. У нас здесь имеются фейсы, которые нужно попросту удалить. Замечательно. Применяем Solidify. Добавляем вес на ребра. Фаска по весу. Давайте быстро добавим сюда хотя бы хоть какую-то более интересную геометрию, а именно отверстие. Сделать это будет довольно просто. Добавляем сначала луп, делаем фаску. Так, добавляем еще один луп сюда. Так, включаем X-Ray Mode, выделяем по вот
вот эти вот вертексы. Ctrl-Shift-B. Так, эти фейсы можно удалить. Давайте, пожалуй, разделим этот объект на две части. Простим себе немного задачу. Я вот не выделил в X-Ray моде и удалились не все фейсы. Так, хорошо. Так, выделяем вот эти PG. Нажимаем Subdivide. Теперь же Group Tools Circle. Так, видим, что не все так гладко, как хотелось бы. Да, они у нас получаются совсем неправильные. Давайте-ка попробуем исправить эту ситуацию. Выделяем эту всю геометрию, которая у нас здесь есть. И попросту удаляем. Здесь нужно еще не забыть. Я делаю клавиш Shift, выделяю все, что нужно. Я вновь добавлю сюда сейчас Solidify, толщину. И вот уже на этом моменте применю. Значу вес, потому что там несколько фейсов, в которых нету веса. Фаска сработает некорректно в таком случае. Видим, что у нас здесь есть фейсы. Опять же, это достаточно от повторного применения Solidify. Их надо удалить. Хорошо. Так, видим, что у нас отверстие располагается не совсем, ну, не совсем красиво. Выделим все, что нам нужно, и вместим. И, возможно, они какие-то немного крупные. Выделим их обязательно в X-Ray моде. Нажму сочетание клавиш. Сначала я нажму S, а потом S, а потом Shift-Z, чтобы изменять по всем осям, кроме оси Z. Ну, немного уменьшить, наверное. Здесь такое большое отверстие не нужно. Хорошо. Пожалуй, на сегодня закончим. Продолжим в следующем видео. И начнем мы с того, что добавим отверстие вот сюда. То есть здесь есть такие какие-то элементы проводки. В общем, здесь вот есть отверстия, через которые идут провода. Ну что ж, а на этом все. Продолжим в следующем видео.